Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что произойдет до конца июля? Неожиданные события ближайшего будущего. Наш прогноз состоит из двух частей. Как я сказала, цыганский старинный пасьянс, который у меня очень давно. И именно что же произойдет? На событийные какие-то моменты он дает такое более конкретное представление. Хотя останемся реалистами, а в последующем на колоде Таро как знаки судьбы или неожиданные события. С чем это связано? Давайте с вами узнаем. И я должна сказать, это уже не про расклад, это просто астрологически. Вторая половина июля, она будет связана с тем, что у нас новолуние во Льве. И пусть это 24-го, ну где-то в 20-х, может быть, числах, мы можем эти энергии чувствовать более активно. И ведь это сила наших желаний, это где-то наше достижение, это наша самодостаточность. И здесь может это, как энергия, усилить наше желание вот именно добиться чего-то своего. Мы можем также и, кстати, в этот период очень плодотворно решать вопросы по части работы, но мы можем сталкиваться как и своими сильными эмоциями, так и со стороны других людей, окружающих. Могут возвращаться, кстати, бывшие какие-то. Тоже такое предусматривается. Тем более у нас тут другие планетарные транзиты, они в целом создают какую-то конфигурацию. С одной стороны, ломая какой-то шаблон, давая вроде бы как возможности, и вот эта сила желания. Но если, допустим, бывшая история, мои дорогие, она уже вам наперед известна, был какой-то минус или была проблема, будем реалистами, проблема, ну, вряд ли сама по себе куда-то испарилась. Поэтому не повторить какой-то минус точно стоит. Не повторить именно в контексте. Вот смотрите, у кого-то была ссора, может быть и так, нож. И это буквально первое значение. Может быть, вы не поняли друг друга. И это скорее, раз первое значение, это не есть, что вот прямо сейчас происходит. Если бы это где-то середина или конец, а вы как будто входите в этот период, и это может быть как какие-то разногласия, не смогли договориться. Может быть и в личной жизни, может быть и по части работы. И есть какая-то напряженная обстановка. Давайте посмотрим дальше. Тем не менее, семейное счастье. Поэтому, мои дорогие, видимо, вот такие добрые энергии, раньше подкова это вообще на удачу даже, да, считалось. Так вот, я хочу сказать о том, что добрые энергии как будто нивелируют все острые углы. И если вот это недопонимание было в личной жизни, то здесь вы сумеете нейтрализовать какую-то накалившуюся атмосферу, в общем, как вы сами захотите. Может быть, и люди, ваш э, оппонент, если вы не вместе проживаете, и правда была какая-то ссора, ваш партнер, может быть, и в прошлом, вы ведь тоже сами кого-то можете возвращать. С другой стороны, договориться всегда можно, и это как группа поддержки. Есть люди, которые вас любят искренне, желают вам добра и, может быть, даже эмоционально вас где-то поддерживают. Или свести вот к нулю какие-то раздоры, какие-то неприятности, это точно. Для кого-то этот нож – это просто воспоминание. Такое я тоже допускаю. Потому что, смотрите, у вас замечательные значения выпадают. Подкова, да, личное счастье или иногда вопросы дома, вопросы семьи. Может быть, конкретно место вашего пребывания. Что-то вы там реструктурируете или что-то улучшаете, делаете жилье более комфортным или организуете вообще рабочее место на дому. И вот, пожалуйста, у вас выпадает якорь – это надежность, уверенность. Добрая энергия. Идем вперед. Что нам тут еще расскажут? Солнце выпадает. Вы тут можете себе что-то и, ну как, утрированно надумать. Если солнце выпадает, примите к сведению. Может быть очень судьбоносный такой период второй половины июля. Вы как будто определяетесь с направлением или с каким-то конкретным вопросом, возможно, и по работе, которым вам придется заниматься, или взаимодействовать с теми людьми, которых вы встретите в этот период, или вот какие вопросы выйдут на поверхность или на первый план. Скорее всего, взаимодействие продолжится на 6-8 месяцев. Где-то
возможно, и с заходом на 2026 год. И все же нам карты говорят, вот свеча, смотрите. Если свеча выпадает, то это спокойное течение жизни. А надумать мы тут можем ого чего. Поэтому я бы сказала, что по факту вообще у вас очень такое приятно благополучное время. И даже если есть какие-то непонятки, здесь можно это все проговорить, решить. Вот смотрите, у вас еще выпадает бокал. Это значение гости. Вы можете отправиться в гости, или к вам кто-то засобирается в гости, приедет. И в нашем раскладе мы можем сложить крайние ряды по горизонтали и по вертикали. Вот смотрите, выпадает замок, закрытый путь. И правда, тут может быть такая история. Вы собирались куда-то ехать, к примеру, а потом передумали. Тогда человек едет к вам. Или наоборот, человек какой-то уже намеревался приехать, а вот тут либо сроки переносятся, либо что-то вот с перемещением, ну как будто закрытый путь. Вы можете точно так же вот этот замок, как закрытый путь, как в прошлое, окончательно. Может быть и так. С одной стороны, мы сейчас раскроем немножко на картах Таро. Но может быть и такая ситуация, что вот прежняя ссора, да, какая-то была. И примирение, и мы уже не вспоминаем друг другу все то, что было прежде. Вот и такое может быть. Хотя я вполне вероятно так могу предположить, вы правильные приоритеты расставите. Кто мне друг, кто мне враг, а кто так. И такая вот может быть жизненная метаморфоза. И причем на вас ведь никто тут не давит. Это вы сами какие-то выводы делаете. Вам тут нет ни одной карты, вот я внимательно смотрю, пока с вами разговариваю, которая бы говорила, что вот, ну, вот есть какие-то условности или что-то вам тут конкретно мешает. Нет, вообще ничего. Вы тут немножко на своей волне. Вы тут, и значит, это время, когда вы можете определиться более четче. Или понимать, может быть, еще раз, как будто так, да, в уме проиграть все мои ресурсы и каким образом мне действовать. Очень даже такой многообещающий расклад. Паж кубков. Здесь может быть для кого-то и знакомство. Вполне вероятно, с человеком, который младше вас. Но в основном пажи – это ученики. Или какие-то вести. Или вот по пажу кубков – это, знаете, возможно, те отношения, которые уже начались когда-то прежде. Ну, тогда это может быть как своего рода обновление или, может быть, весточка от человека. И если была ссора и долгое время не было какого-то контакта, такое вот обновление может быть. У кого-то из вас дети, вот дети, внуки, иногда по пажам тоже проходят. Или какая-то добрая весть, вот это тоже может быть. Ладно. Неожиданные события ближайшего будущего. Что же там идет на ваш порог, в вашу жизнь, мои дорогие? Чего ждать? Торопятся все карты. Ведь и правда, посмотрите. Какой-то союз. Те отношения, которые были прежде. И если шестерку кубков часто называют как карта ностальгии прошлого. Но первый у нас паж, поэтому я сказала. И, в принципе, по пасьянсу я тоже говорила. Начать какую-то историю словно заново. И прежние обиды не вспоминать. Помириться можно, мои дорогие. И изображены дети именно в этой колоде. Это не совсем ностальгия, а это доверительное отношение, когда вы с партнером чувствуете друг друга. Причем это те отношения, которые не строятся на меркантильности. Итак, неожиданные события ближайшего будущего. Что идет на ваш порог? Двойка жезлов. Мы как будто анализируем все то, что было в прежний период. Мы пытаемся сориентироваться, построить планы на будущее, потому что следующая карта – это тройка. А тройки все в колоде Таро – это уже будущее. И вот наш молодой человек держит словно земной шар, глобус на ладони. Он что-то планирует. Это карта планов на будущее. Вот интересно, с чем это связано? Неожиданных каких-то планов. А потому что вам хочется быстрее вот это завершить. Девятка мечей. То, что уже, ну, неинтересно. То, что уже, по сути дела,
не имеет места в реальной жизни. Вот как за окном. Тут и солнышко на восходе, а девушка этого не видит. Ее тут буквально даже кот утешает, а она где-то погрузилась в себя, поэтому не устраивайте себе глубокую философию на мелком месте. Тут все на пороге каждого дня у вас стоит. Более того, у вас солнце выпало, мои дорогие, поэтому тут вам нужно, ну, так и смотреть в будущее, а не устраивать себе какой-то внутренний допрос, вот так и хочется сказать. Оставляйте прошлое в прошлом. Кстати, карта иногда говорит об эмоциональном выгорании или об усталости. Уставшие люди делают ошибки. И тогда бессонница, вот, например, тоже проходит по этой карте. И если реально вот эта инсомния, она у вас перешла уже в какой-то хронический порядок, тогда надо продумать, что с этим делать. Ведь сколько ты там не обдумывай по ночам что-то. Недаром люди сложили такую пословицу, что утро вечера мудренее. Ночью мы можем там до утра что-то обдумывать, а утром у нас после того, как мы просыпаемся, все-таки голова более свежая и мысли более рациональные. Поэтому вот есть какой-то такой фактор, который, может быть, вам мешает даже физически. Так вот, если бессонница, и тут разные бывают причины у бессонницы, может быть, подумать, обратиться к специалисту, если для кого-то это именно как какой-то симптом, мои дорогие, проигрывается. Карта нам говорит, что вы должны полноценно отдыхать и очень рационально мыслить до конца июля. Оно и не случайно, потому что солнце. Смотрите, еще один паж выпадает. Паж жезлов, опять же, это может быть какое-то известие, это может быть какая-то весточка или услышанная новость, которая вас как раз может ставить перед этим выбором. И вроде как нужно определяться, куда я тут иду, прямо иду или налево я иду. Вот какой-то своего рода выбор после известия. Может быть, это будет связано именно с работой, потому что по жезлам это рабочая какая-то ситуация или ситуация бизнеса, пусть это у кого-то творчество или ваше личное дело, но или какие-то нужно внести перемены. Ну, может быть, тут с разными нюансами связано. У нас Уран в Близнецах, я так могу предположить, у нас финансовые системы могут перестраиваться, тут какие-то и платежи, или, может быть, это связано с каким-то и другим фактором, я такое допускаю, но вроде как нужно учесть что-то, понимаете? Потому что жизнь идет вперед, и словно новый жизненный этап. Тут надо с чем-то разобраться. И вполне вероятно, это вы словно на минуту, вот как по двойке жезлов, две жезловые карты. И очень похожие где-то значения, потому что здесь, как планирование я сказала, и это уже мы что-то просчитываем. Ну и по жезлов он тоже что-то просчитывает, с чем-то ориентируется. И единственное, что вам может мешать, это вот эта ненужная философия. Тут все стоит у причала каждого дня, повторюсь. Давайте мы достанем еще, с чем же это вообще в контексте. Вы действительно выбираете какую-то траекторию, как минимум до конца 2025 года и еще пару месяцев впереди. Всегда карта Солнца – это очень добрая карта. Раньше заканчивали все прогнозы, говорили, да у тебя все хорошо. Но это карта еще и нашего эго. Но все же у вас выпала и в цыганском пасьянсе карта Солнца, точнее значение. И раз так вот совпадает, далеко не всегда так совпадает, значит, тут действительно вам в будущее надо смотреть. И вы, мои дорогие, вы ведь очень интуитивные люди. Вы обладаете определенной эмпатией. Откуда вот эти вот мечи, да, вот зачем вам это какая-то сомнительность или вот эта ненужная философия? Тут у вас что-то в реальной жизни нужно определять, делать выбор. Может быть, такой окончательный, с точкой где-то, и приступать к чему-то. По пажам мы учимся, и по жезлам кто-то может осваивать новые технологии, может быть, цифровые технологии, рассматривать для себя вторичный доход, занятость или какую-то свою еще интересную тему, которую вам обязательно хочется осуществить. И у вас к этому есть предпосылки, время, как будто для вас открывает нужные двери. И есть и группа поддержки, поэтому, мои дорогие, вот уходите от вот этих каких-то разочарований. Они не имеют никакого смысла. Давайте мы достанем совет от карт, как знаки судьбы. Еще и довершение аркан сила.
Это может быть как и личная жизнь, может быть, да, примирение мы говорили. По аркану сила, к примеру, мои дорогие мужчины, это есть та женщина, которая очень притягательна, обладает магнетизмом, хочется с ней быть. Но это по аркану сила не совсем простой человек. И невозможно ожидать от нее, точнее ожидать можно, но так и не дождаться все же. Это самодостаточный, опять же, человек. И может быть вот такие несколько очень страстные, такие интересные отношения, но и сложноватые. Ну, наверное, был бы простой человек, а вам бы было и неинтересно. Давайте будем реалистами. Но вот проговорить некоторые темы, может быть, и действительно стоит. Хотя сложно сделать первый шаг, начать разговор какой-то откровенный. Но я бы сказала, и в отношении вас, мои дорогие девочки, это вы будете притягательны, это с вами кто-то. Отношения, любовь. Это ваш магнетизм, это ваша сила. Но в целом для всех, мои дорогие. Опять же, лев нам тут изображен, да, где-то как и эго. Я говорила, карта солнца. И про образ льва это тоже где-то наше эго. Оно не должно помешать, это точно. Рассматривать альтернативные варианты, это не значит вот копаться, как по этой девятке мечей. Это не внутренняя глубокая философия, нет. Это, опять же, рационально мы понимаем, что есть конкретное дело, которое мы не хотим упустить. И пусть не совсем в том контексте, как мы бы это предпочли, но для нас это важно. Или то же самое это касается человека. Значит, где-то больше диалог. И карта сила, энергетика, как у мага. Важно договориться, быть дипломатом, держать баланс. Но тут, правда, личная жизнь. У кого-то и страсть может вспыхнуть с новой силой. А почему бы и нет? Совет от карт, знаки судьбы, еще один старший аркан. Наверное, все то, что я говорила, оставляйте вот это безобразие, хочется сказать, да? Уже солнце, вот мы говорили, в окошке уже на восходе. И вот вам, пожалуйста, реальное солнце. По аркану умеренности мы держим этот самый баланс. Тут что-то развивается, может быть, медленно, но верно. По аркану умеренность есть еще такой момент, что пусть не в этой колоде, но его величество случай. Не упустить какую-то возможность. И ведь это старший аркан. А это та возможность, когда может создаться во внешних условиях или во внешней какой-то обстановке. Может быть, это даст вам возможность важные разговоры как раз для кого-то провести. И неважно, чего это касается. Может быть, и работы. Или с чем-то определиться. Найти нужную информацию. Но вот этот самый баланс, эмпатия, это как знаки судьбы, вам помогает. Помогает, может быть, как и выйти, это быть добрее к самому себе, это точно. По этой карте или по этому аркану иногда нам, словно высшие силы, тоже помогают. Они помогают нам, знаете, более хладнокровно, более спокойно увидеть какую-то ситуацию, не пропуская ее через эмоции. Видимо, будут такие темы для вас. Ну, давайте еще подсказку, знак судьбы. Семерка Пентаклей, да, она говорит, что, может быть, и нужно делать выбор, но вот что-то проанализировать определенно стоит. Но тут какая-то затянувшаяся история, она должна быть, ну, как бы расставлена все по местам. Добрые дела наспех не делаются, может быть, это у кого-то будет касаться документов, и тогда, ну вот если мы вынуждены ждать, допустим, вот этого регламента, отдали, допустим, в производство какую-то бумагу и ждем 5-10 дней, и мы понимаем, что тут мы не можем это дело ускорить. Но если о пустом ожидании, то тогда семерка Пентаклей говорит, нет, тут не время прокрастинировать, это уже точно. Тут не нужно и торопиться куда-то, но, видимо, время поступательных, таких продуманных действий. Первый аркан – сила. По сути дела, держи баланс. Что-то, может быть, и ускоряется, но есть и те темы, которые тебе нужно сделать точно, наверняка, как-то филигранно, правильно, мои дорогие. И у вас для этого, наверное, два значения – солнце. Перекладывайте на себя. Я благодарю вас, мои дорогие, за ваши чудесные, волшебные, добрые комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.